Так, друзья, я тут за кадром такую работу провела. Мне привезли часа 2 назад, значит, наверное, килограмм 500 мела. И я это все раскладывала на сушку. Так, мое корыце с остаточками безымянного. Начнем. Вот у меня тут сколько насыпано. Сегодня проводила прямую трансляцию в Телеграме на тему интересных, в кавычках, вещей, происходящих в этой квартире. Вчера ночью у нас выдалась достаточно такая эмоциональная, эпичная, я бы даже сказала. Какие-то шорохи, шумы, падение предметов. Причем это слышала не только я, а Игорь. Сегодня я ночую одна с младшим сыном, поэтому я готова делать все, что угодно. Настраивать рекламу своим клиентам по 1000-му разу, сушить мел, перекладывать его с места на место, чтобы за окном начало светать, а я тогда пойду спать. У меня сын маленький спит, а я вот ищу себе занятия, чтобы немножко отвлечься. Вообще еще сложно уснуть по причине того, что старший мой сын с мужем сейчас в дороге. Они идут в Москву. Час назад я созванивалась с мужем. Сын уже уснул в машине. И муж сказал мне ехать еще часа 3. Вот. И я не могу заснуть, пока не знаю, что они дома, ложатся спать, что у них все хорошо. Тут оставила пару глыбок Теткина, показать вам, насколько этот мелок специфичен. Ну, специфичен он хотя бы в том, что у него вкус какой-то гибридный. Несмотря на то, что сорт сухой, он не прилипает. Но он имеет какое-то жирное послевкусие, какой-то гибрид, я же говорю. Несовместимые вещи в себе он все равно соединил. Прям такой пыльный кусок разбила безымянного. Это вернулся мел из Китая. Его клиент не смог получить. Он сменил адрес. Мел прибыл на прошлый адрес. Пролежал там месяц и вернулся ко мне назад. И в дороге его швыряли, колотили. Сначала до Китая, потом от Китая до России. Он такой пыльный, что я его, когда получила, первым делом наколола. Думаю, прям, буду я наслаждаться пыльным. Опережая ваши вопросы, клиент свой мел на новый адрес получил. Ой, у меня прям при слове «теперь клиент» начинает болеть сердце, в прямом смысле слова. Мы тут снимали один выпуск. Вы увидите это видео после. Отправка в Казахстан. 30 килограмм. В город Тарас. Продавец Малдир. Сразу вас опять-таки информирую. До того, как мы должны были зайти в комнату меловую, готовить груз, заодно вам снять, какие глыбы красиво мы упаковывали, я узнаю от супруги моего постоянного клиента из Австрии, что его не стало. У меня просто руки опустились. Мне не хотелось ни работать, ни что-то делать. Мне так хотелось эту печаль через себя пробусить, потому что, он был такой хороший. Я специально не снимала вчера видео, потому что знала, что буду плакать. Думала, пройдет день, и я немножко смогу совладать со своими эмоциями. Но, видимо, еще не время. Значит, быстренько скажу по этому поводу, потому что я сейчас разреветься вообще не готова. В общем, я хочу сказать 2 мысли важные, что для меня мои клиенты, неважно откуда они, из Арабских Эмиратов, из Ирака, из Ирана,
не знаю, из Португалии, из США. Все вы, не просто клиенты, не просто люди, с которыми мы делаем бизнес, да. Вы в первую очередь мои друзья, которые присылают мне фотографии, которые поздравляют меня с Мэри Крисмас, да, с какими-то другими праздниками, которые переживают за мою семью, как мы сейчас находимся в России, все ли у нас в порядке. Также и я, когда понимаю, что есть какие-то волнения в политическом мире, пишу, присылаю фотографии вам. Поэтому вы должны понять одну простую вещь, что вы мои друзья, я ваш друг, и только так. Я очень переживаю за вас, за ваше здоровье, поэтому берегите себя. Потому что видите, какая жизнь непредсказуемая. Я когда узнала эту новость, вчера плакала раз 7. Я останавливалась, отвлекалась на детей, заставляла себя поработать, переключиться на спорт. Но только я оставалась один на один с своими мыслями, я снова вспоминала своего дорогого Мартина, так звали моего клиента. Думаю, он бы сейчас не одобрил, что я плачу. Блин, реально, это не входило в мои планы. Так вот, вспоминала его чудесную семью. Он делился со мной тоже фотографиями своей любимой девушкой, собакой. Поздравляли меня. Блин, он был такой хороший. И его не стало. Поэтому вторая мысль. Я хочу сказать, что Мартин навсегда останется в моем сердце. А вам сказать еще раз. Берегите себя. И будьте здоровы. Да, такого хруста вы явно это на других каналах не увидите. Но в этом все я. Если я смеюсь, я делюсь с вами своей радостью. Если я грущу, я тоже не могу этого скрыть, и приходится делиться ей. Ладно, не хочу больше о грустном, правда. Потому что я сейчас одна дома. Если я сейчас опять эту буду тему гонять, какая жизнь сложная, какая несправедливая, это точно ни к чему хорошему не приведет. И вообще я себя поймала на мысли о том, что как хорошо, что география моих клиентов, моих же друзей так широка, так велика, и я могу в любой момент сказать вам какие-то важные слова, что-то вам пожелать, передать привет, благодаря YouTube-каналу. Здорово, конечно, здорово. Ужасно скрипучий стул. Мы со дня на день начнем здесь полный апгрейд и наконец-то тоже приведем в порядок всю комнату. Не просто порядок здесь как таковой, но здесь уже и давно порядок есть, а именно, что все было очень красиво, и мне нравилось самой, мне хотелось этой красотой с вами поделиться. Вот. Больше света в эту комнату добавится. Новая стена, новые обои. Вообще хочу здесь какую-то зону сделать классную, на которой буду снимать ролики, которая будет на фотофон похожа. Я же не качаюсь, почему ты скрипишь? Противный. Так, включу сейчас
Кстати, я придумала. Из-за того, что сейчас в России с Инстаграм проблема, и мы можем пользоваться этой социальной сетью только с VPN. Я заказала большой ассортимент глин, мела нового. Но буду теперь для иностранцев сохраню прайс в Инстаграм. Буду туда заходить, читать, принимать заказы. А по большей части для СНГ, для России хочу сейчас возобновить продажи по российскому направлению. Будет у нас непосредственно располагаться в Телеграм-канале. Маленький такой хрустяшка. Кстати, знаете, я понимала сейчас именно мысль о том, что вот всякие такие движения, крутиться на стуле, перебирать волосы, не всегда ассоциация с человеком, который волнуется. Вот в моем данном случае я вообще не волнуюсь. Я пытаюсь себя успокоить. То есть успокоить от чего? От того, что мне нужно с вами общаться, но что-то меня тревожит. Сейчас вы понимаете, что это меня тревожит. Это известие о Мартине. И я вот качаюсь так. Не отвлекаюсь от стресса. Нет. Не пытаюсь там успокоить свои нервы. Я не нервничаю. А я пытаюсь как будто отвлечься. Вот какое-то дело действие, механическое, да? Чтобы переключить на него свой фокус и не думать о тех мыслях глубоких, которые меня тревожат и ранят. Наколола сюда мело. Не думала, что съем практически весь. Но я так люблю этот сорт, что он как семечко. Не могу остановиться. Знаете, сколько ни поставь, все равно будет мало. Надо попить водички. Попью водички, пожалуй. Надо идти. Господи, испугалась своего же отражения в зеркале, в окне. Покажу вам сейчас мел. Он не чищенный. Теткина, смотрите. Это вот та партия, которую мне сейчас привезли. 500-600 килограмм где-то, я не взвешивала еще. Так, смотрите, в чем отличие сорта Теткина, я вам уже как-то показывала. Ну, так как у меня много новеньких, покажу еще раз. Сейчас найду эти характерные точечки. Они здесь были. Вот они. Это глыба мела, не чищенная. Тоже нравится этот сорт. Он вкусный. Для зубов он очень комфортный. И его преимущество в том, что когда надоедает вот только меловая классика, но хочется комфортного для зубов мелка, он подходит идеально. Почему? Потому что, несмотря на то, что он такой прям комфортненький, да, он еще отдает сладеньким послевкусием. То есть он, например, в своем роде такой уникальный. Гибрид, как я его называю. Сочетает в себе несочетаемое. Смотрите. Вы видите? Такие как будто карандашом простым художник нарисовал такие черточки. Чик-чик-чик-чик-чик. И вот они. И вот они. В общем, я сколько сортов уже брала, вот таких нечищенных в руки, как неограненный алмаз. Только у него я вижу вот эти точечки. И даже когда мы счищаем вот этот верхний слой, начинаем колоть клиентам, мы внутри можем при ровном срезе обнаружить такие самые следы, точно такие же. Вот он такой волшебный во многих смыслах слова, что такие какие-то характерные ему черточки, точечки. Поэтому, когда клиенты, например, в пути им приходит мелочек, он чищенный, но они мне присылают, что смотрите, здесь какие-то черточки. Это не грязь, это не какая-то не пыль. Это вот он такой, смотрите, у него прям рисунок своеобразный. Вот, особенно тут хорошо видно. Видите, как будто карандашом простым, такие чик-чик-чик полосочки. Это его особенность. То есть даже внутри, когда там чищенный и начисто мелок, внутри может иметь такие полосочки. Не пугайтесь. И это не плесень. Это его, назовем это так, авторский рисунок.
Допью еще водички, выпью снотворное. Наверное, и пойду спать, потому что поняла сейчас, что поделилась с вами вот этими известиями, и прям стало легче. Наверное, все-таки попробую поспать. Так что доброй ночи. От тебя теперь никуда, только с тобой, компаньон мой. Катюш, кто у тебя там сидит? Маленькая обезьяночка моя. Маленькая обезьяна? Маленькая такая. Ой, ножками, ой, Как ножками бегают. Вот так. она делает ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни. Как Да. ты делаешь? Создайте мне тихую обстановку, пожалуйста. Ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни. Так, Игорь. Это у нас кусок нового оскола, по-моему, плитки. Или Васильполье. Нет, по-моему, оскола. Или... как там еще? Кабардиночка. Остренькая. Мгм. Да, да. Мама делом занята, все. Очень звонкий, но очень ранит небо. Да, если не в мокром виде откусывать, то прям такое... Да, привет всем. Ранение можно получить. Мгм. И как ты сегодня решила поменять дислокацию? Интересно смотрит, что же это происходит? Что за пирожное мама кушает? О, да. Что за сухарики белые какие-то? Рыжуля наша. Ну, цвет волос, как у тебя, один в один. И всё? Не, ну у него чуть светлее, но у него будут как у тебя. Поранилось я верхнее небо. Небо. Как ты собираешься проглотить весь этот кусок? Как карта ляжет. Пойдешь? Пойдешь? Привет! Прикрой дверь, чтобы телек не был слышен. Пока-пока, папа. Пока-пока. Да? Пока-пока. С этим мелом реально надо быть аккуратнее. Очень такой плотный и остренький. А куда ты ногу положила, мама? Зачем? Давай, мама, сунуть ножки, давай. Между одним десертом другой. Муа. Муа. Ой. А ты будешь разговаривать? Или ты будешь молчать? Зачем? Дядя придет, сосед, будет нам всем ай-яй-яй. Вот так стреляет. Как стреляет? Угу. Брата старшего пистолетик нашел ты, да? Мама тебе дала?
Не надо бросать, пожалуйста, ладно? Ой. Все, пока-пока. Жучки, зачем пачкаться? Ну, понимаете, вот понимаете. Понятно? Ну. Ты кто? Аккуратно. Как мама ест? Бах, не надо. Тут в этом кусочке такое прям вкрапление глиняное. Тут вот высыпался кусочек глинки, он рассыпался. И тут такая дырочка. Я вам поближе потом покажу, до конца не буду доедать. Это к вопросу о том, что мел чищенный сверху, со всех сторон распиленный. Но вот никто не застрахован от вот такого попадания в крапление. Аккуратно. Вот, так что имейте в виду, не гневитесь на продавцов. Это непредвиденная ситуация. Хоть мел не мой, не я его поставщик, но я должна была об этом сказать вам. Да? Ты запачкал штаны маме. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Мама. Скажи мама. Скажи мама. Скажи мама. Мама. Ну скажи мама, пожалуйста.
Ну скажи мама, пожалуйста. Скажи мама. Скажи мама. Мама плачет. Скажи мама. Понятно? Тебе нельзя. Так, этот кусок глубоко пронизан длинными вот этими жилками какими-то. Поэтому еще 2 разочка кусаю и все. Покажи, что во рту. Покажи во рту. Покажи рот. Угу. Весь прям глиняная штучка. Да. Угу. Да. Все, последний разок, да? И пойдем. Угу. Давай. Так, а это длинные, потом лучше в воде. Ну дай мне сказать, пожалуйста. А этот глиняный кусочек я потом лучше в глиняной пасте. Дай. Дай. В глиняной пасте потом лучше замочу и докушаю, а то здесь такие эти подозрительные. Дай. Вкрапления. Сынок. Все. До новых встреч. Скажи дай. А скажи мама. Попроси маму. Позови маму. Скажи мама. Каскадер. Не надо баб. Скажи мама. Пап. Нет, папа не говорит. Скажи мама. Мама. Все, дождалась. Все, друзья.